Всем привет. Новый день. Мы очень поздно проснулись. На рынке. Ну, так вот рынок выглядит. Пусто. Только орешки продаются. И изюм. Ребята открыты, и все. Мы с Юрой вышли подышать. Не нужно ходить много. А дома не получается. Ребята, мы нашли яйца. Вот это 135 гривен один лоточек. Ну да, они, видишь, обмазанные в защите. Защитной пленки. Маме взяли их себе. 60? Я до сих пор шокирована от того, что некоторое население, я знаю, что не все, но некоторое население России думают, что все, что делает президент их, это хорошо, это нормально, и это даже очень круто. Ребята, я знаю, что сейчас уже и вы будете страдать из-за повышения цен. Сколько санкций, сколько закрытых магазинов. Даже просто обычные старики из-за повышения цен на тот же сахар, муку будут страдать. Я хочу сказать, пожалуйста, не бойтесь выходить. Не бойтесь. Если вас будет много, большинство всегда побеждает. Почему у нас в стране всегда люди могли выйти, имели свободу слова? Я вижу, как в Москве, в других городах, когда выходит молодежь, немного совсем. Они еще боятся, они еще не понимают, насколько это все серьезно, как гоняет их полиция. У нас такого не позволялось. Так, чтобы дубинками за волосы женщин, у нас такого не позволялось. Я хочу просто попросить всех вас, чтобы вы очнулись, не слушайте ни свои новости, ни наши, независимые слушайте. Вообще, родственники даже вам, когда говорят, что на их глазах вот такое вот происходит, многие не верят. Многие не верят. Я отталкиваюсь от того, что мне говорят мои девочки, независимые, они не СМИ, понимаете, независимый человек, который говорит так, как есть. Девочки, которые позастревали в Буче, в Ирпене, которые на своих собственных глазах видели всю эту жесть, этот ужас, которые пережили, потеряли квартиры. Это не СМИ, которые нам лапшу на уши вешают. Это обычные люди, девчонки. Мы никогда не хотели никому зла. Никогда в нашей стране не пропагандировалось что-то такое, чтобы было плохо России и другим. Никогда. Пожалуйста, не бойтесь, потому что это будущее не только наших детей, это реально еще и наших внуков. Это очень-очень долго все будет восстанавливаться, если оно вообще будет восстанавливаться. Но мы все надеемся, что это все прекратится. Мы все надеемся, что рано или поздно, а лучше рано, это все закончится. Конечно же, очень много семей пострадало, людей погибло. Только вот вчера расстреляли всю семью. Это не фейк. Ребята, это не фейк. Обычные люди идут, это видят, понимаете? И об этом сообщают. Мои знакомые видели собственными глазами, какой ужас происходит на Житомирской трассе. И многие знакомые Юры, именно знакомые, которых он видел в глаза, с ними знаком, лично попадали под обстрелы, и не с нашей стороны. Я знаю, чуть попозже вы очнетесь все, но вот сейчас хочется донести именно в этом видео. Пожалуйста, подумайте головой, почитайте независимую информацию, почитайте независимые СМИ, узнайте две стороны, и вы поймете. У вас же тоже в первую очередь повышаться зарплаты не будут, цены повышаются, много продуктов исчезает, мы все остались без зарплат. У нас то, что было в кошельке, вот на то и мы живем, понимаете, никакие интернет-выводы, никакие переводы, какие-то работы, онлайн-работы, это все уже просто исчезло. Это хорошо, что аграрная страна, и мы надеемся, что хоть хлеб будет на самом деле. Будет какая-то логистика, будет какая-то помощь. Я очень хочу, чтобы вы еще раз открыли глаза, включили VPN, если он у вас еще есть, этот VPN, и немножко вникли больше, глубже в эту всю ситуацию.
начиная не со вчерашнего дня, а намного раньше, и почитали, кто есть кто. Еще из ужасного. Мне девочки пишут слова поддержки с России. Я прекрасно, еще раз повторюсь, не всех под одну гребенку. Виноваты, конечно же, политики и те, кто у власти. И те, кто игнорит, конечно же, и которые за. Девочки пишут положительные сообщения поддержки. И когда я делюсь этими сообщениями со своей аудиторией, чтобы они видели, что не все, да, вот с России плохого мнения, люди боятся, просят удалять. Даже если я выставляю, я всегда стараюсь такие сообщения, конечно, выставлять без фото и без ника, просто текст, просто текст. Девочки боятся, что чисто по тексту смогут найти и наказать в стране вашей. Это ненормально. Это совершенно ненормально. Последнее, что скажу, никто в нашей стране не просил помощи, и мы не нуждались в спасении. То, что сейчас, как по-вашему, это не война, а просто спасение нашего населения, это все неправда. Это большая лапша на уши. Мы не нуждались в спасении, мы жили прекрасно, у нас только все наладилось, у нас было все замечательно. Даже лично в моей семье было более-менее. Понимаете, у нас не было супер невероятной нищеты какой-то в стране, как вам там, возможно, казалось или об этом рассказывалось. Мы жили, строили планы и якобы, да, пришли нам помогать, а в итоге что мы имеем? Просто разбитые дома российскими ракетами. Это реально уже доказано, что российскими ракетами. Разбитые жилые дома. Не какие-то там суперстратегические объекты, нет. Кто-то может косо мимо, если приехали на учение, то, конечно же, возможно, просто обучаются на наших жилых массивах. И женщины, которые сейчас проживают в России, если вы не имеете связи со своим сыном, со своим братом, отцом, возможно, мужем, подумайте, почему вы не имеете с ними связь, где они сейчас и что они делают. Нам такого спасения не нужно. Никогда не нужно было, мы его не просили. Спасение в виде убитых людей, разрушенных домов и детей убитых — это настолько большой грех, это просто маразм одного человека и остальных, которые играют под его дудку, что очень прискорбно. Ребята, мы записываем. Вышли. Пройтись мне нужно больше гулять. Стояла я в аптеке, зашла в аптеку. Ничего толком нет. Отхватила спирт. На всякий случай зажимы для пуповины. На всякий случай. И витамин D. Зато нашли Еве корм. Вот, с Юрой сегодня. Приветик. Да, мы всегда вместе сейчас ходим. Корм купили наперед. Если что, мы присоединимся, будем ей помогать. Такой витамин D взяла. Раньше я такой не пила. Это наши, по-моему, изготавливают. Там 2000 дозировка, да. Вот. И вот так вот выглядят эти зажимчики для пуповины на всякий случай. Они недорогие. 13,50. Взяла, пусть будет. И спирт, конечно же. На всякий случай тоже. Йод. Вот такое, ребята. Может, в других аптеках, хотя тоже вряд ли. Нож по успокоительный. Все, что успокоительного, тоже нет. Вот. Такие дела. Ева спит. Отдыхает. Я ем фрукты. Еще есть на базарчике отдел с фруктами. Можно будет купить. Это хорошо, хоть какие-то витамины мне сейчас. Мы немножко поужинали. Знаете, такую сухомятку. Открыла уже варенье. Вот, свекровь варенье передавала. Юрка возле меня. Держу его возле себя. У меня 7-й месяц. Очень не хотелось бы сейчас рожать раньше недоношенного ребенка. Очень надеюсь, что дохожу до июня. Вот. Ужасно болят тазобедренные суставы последние дни. Я не знаю, мы вот здесь вот, ну, я вам показывала, в углу на полу спим, на подушках. Не очень мне подходят эти подушки. Я стараюсь ложиться на подушку Memory, которая для головы. Я подкладываю под таз более-менее. Но все равно делает мне массаж поясницы тоже, потому что
Вы знаете, я, кстати, сделала замер сегодня, я похудела. Я не знаю, хорошо это или плохо в плане, как это повлияет на ребенка, потому что у меня минус 600 грамм, хотя каждую неделю я должна поправляться, ну, в принципе, на 600 грамм. Вот. У меня минус идет, и живот 3 недели, один и тот же размер, 93 сантиметра. Ну, третья неделя, грубо говоря. Толчки я чувствую нормальные, и доплер у меня есть, сердцебиение тоже, в принципе, хорошее. Вот. Почему? Или я просто худею, мое тело худеет, а плод поправляется, и поэтому, ну, ребеночек поправляется, и поэтому объем и вес такой. Пока без понятия. Вот. Но все равно планирую я на УЗИ пойти. УЗИ никто бесплатно делать не будет. Есть, конечно, у нас, по-моему, одна клиника, которая делает бесплатное УЗИ и скрининг, но я туда просто никак физически не смогу доехать. Вот. И здесь у нас 600 гривен стоит УЗИ. Хотя бы, я говорю, хотя бы какие-то скидки сделали. 50%. У них все равно есть какие-то свои финансовые подушки. Но в связи с такой ситуацией для беременных, я понимаю, что им тоже нужно зарплаты получать. Но клиника такая, знаете, всегда была по прайсу, поэтому ничего удивительного. Хотя много-много других клиник именно вообще помогают. Даже, чтобы вы понимали, одна из самых дорогих клиник Киева, роддом Исида, по-моему. Там дорого было, очень дорого рожать. Она сейчас принимает роды бесплатно. Но туда тоже я не знаю, как это, довольно далеко ехать, поэтому, скорее всего, я готова рожать дома, вот серьезно. Вот, но также рассматриваю ближайшие роддомы. И я не знаю, как будет, если это все будет происходить в комендантский час. Приезжает ли скорая в такое время? Вообще, очень много вопросов и очень мало ответов. Вот, такие дела. Ничего, держимся. Всем большое спасибо за то, что вы иногда заходите, переживаете, как мы здесь, что мы здесь. Вот. У меня нет сил отвечать всем в Инстаграме, к сожалению. Я завела телеграм-канал и там вещаю какие-то свои мысли просто. Если интересно, заходите, подписывайтесь, я ссылку оставлю под видео. Вот. И все равно я рада, что меня все-таки окружают люди, и я не одна, как-то, не знаю, вот так вот легче мне пережить это все. Я отвлекаюсь, монтирую в телефоне, и все-таки отвлекаюсь, мне так намного легче.